Надо жить в социуме, надо жить в испанском, вот во всем, в этой жизни испанской. Кому ты нужен во Франции? Ой, узнавайте меня, фотографируйтесь, берите автографы, я звезда. Там ни слова нет о том, что я предлагаю отменить День Победы. Я наоборот говорил о том, что Путин превратил праздник Победы в праздник пафоса и показухи путинской. Российская пресса поворачивает все так, как им выгодно. Им нужно облить человека грязью. И ему какой-то колхозник, помощник депутата из какого-то мешка дарит кружку эмалированную, водку и радуется этому, кусок хлеба и плед. Дедушка, который боролся, воевал, чтобы этого никогда не видеть, вот этой вот куска этого... давайте вы придете к какому-нибудь узнику Освенциума и подарите ему, не знаю, нары, робу. Леш, ты в Испании. Да. Ты уже в Испании живешь несколько лет, да? Ну, получается. Сложил какое-то впечатление об Испании свое? Об Испании и о людях, об испанцах, самих жителях? Нет у меня такого, чтобы я вот прям о людях. Все люди разные. Что в Испании, что в России, что в Украине, что в Америке. Я не могу сказать, что испанцы вот такие-то. Нет, я могу, я приехал. Ну ты же можешь сравнить русских. Вот, например, твоя дочка говорила, я сейчас учусь в школе, а они все тупые. Я эти предметы прохожу. Она же на чем это? Она говорила, что они все тупые, не в плане того, что они тупые. Дочка это говорит, многие это говорят русские дети. Девочка приехала из России, притом приехала из Москвы. Она москвичка, она прожила в большом городе. Да? Москва это вообще отдельное государство, это не Россия. Притом подросток, у которого сейчас на все достаточно критическое, такое вот белое-черное, критичное такое мнение. Сейчас она выучила язык, сейчас она уже адаптировалась, у нее уже другое отношение к Испании, у нее уже нет такого отношения, как она... Да, она приехала, она сначала привыкала, ей что-то не нравилось, она уже привыкла, она уже никуда не хочет, она уже не хочет возвращаться в Россию. Ну, подруги у нее кто? Русские или испанцы? Русские, я так понимаю, что среди них есть и испанцы. Ну, как-то Торревьеха, это же все такое, это же не Мадрид. К этому даже не то, что туристичка. Торревьеха, я никого не хочу обижать, но это такой Брайтон-Бич, по большому счету. Это и люди немножко другие, и сами испанцы, которые живут в Торревьехе, это не те испанцы, которые живут в Мадриде. Это не те русские, которые живут там, например, когда ты живешь в Москве, не знаю, на улице Горького, на Тверской, ходишь в какую-то такую приличную школу, и москвичи, которые живут в Бутово, это немножко разные вещи. А уже говорить о русских, которые живут там в деревне какой-нибудь или там в маленьком городе во Владимирской области или в Ярославской, они другие. Ну, вообще, кстати говоря, в Торревьехе живут много испанцев, то есть они не постоянно живут, они приезжают из Мадрида. Потому что в Мадриде, понятно, моря нет, и они покупают дешевые квартиры в Торревьехе и приезжают на лето. Но это те, кто приезжает на лето. Да, они не живут. Да. Ты выйди даже в той же самой Валенсии позавтракать. Вот даже выходишь в Торревьехе, в той же самой. Вот все сидят, завтракают, пьют кофе, да? И зайди в Валенсии в какой-нибудь, я не знаю, как правильно объяснить, какое-то кафе такое, в Москве Вок-кафе, еще, где все так стильненько, хорошие повара, люди приходят завтракать в белых рубашечках, женщины в каких-то деловых костюмчиках. Это... Но здесь как дача, в шлепках. А здесь, вот в Валенсии это одна история, в Мадриде то же самое, Барселона, а Торревьеха, Аликанте это немножко другие испанцы, другая культура, все другое. Поэтому я не могу сказать, что здесь у меня какое-то мнение об испанцах вот. Ты язык учишь, кстати? Нет, мне сложно. Я пытался. Мне сложно, потому что это связано не с моей ленью. Это было и в моей актерской профессии всегда так. Кто-то из актеров может взять текст заранее, что-то там. Я даже не беру заранее текст. Я должен общаться с человеком. Мне вот вышли на репетицию, на съемочную площадку, покидали, я все помню. Также и с языком. Мне нужно
разговаривать с людьми. Вот когда я постоянно разговариваю, я учу на ходу. Вот это вот сидеть, зубрить, падежи, нет. Мне нужно сначала вот понять основу. Ну вот я там ошибаюсь, неправильно там делаю окончание, ну потом я уже начинаю правильно. Ну, а когда я не разговариваю с людьми, то... Вот, надо, значит, каких-то, ну, знакомых испанцев или хоть для практики. Ну, блин, это... Сейчас общаюсь, я понимаю, ты живешь в Тревехе, Алексей Панин живет в Тревехе, естественно, с кем он общается? Он с русскими общается. Тут надо вообще дистанцироваться тогда. Надо жить в социуме, надо жить в испанском, вот во всем, в этой жизни испанской. А ты вообще в Тревехе хочешь остаться или хочешь двигаться? Потому что я, знаешь что, я вот знаю, у тебя есть друзья Марбельи, да, Лёва, например? Испания вообще не страна не для, ну, скажем так, не для меня. Здесь нету кино, здесь нету театров. Ну, они есть, но это не в том виде, в котором... Ну, испанское кино Ну, есть? испанское кино, что такое испанское кино в мире? Кто знает испанское кино, кроме Альмодовара? Да, его ну вот я можно только назвать хотел единственное. уже давно не испанским. Как кино в Голливуде, кино в России, кино есть во Франции. Но опять-таки это французское кино, оно крутое, офигенное, оно известное во всем мире, но я не уверен, что русские актеры нужны во Франции как актеры. Ну, кому ты нужен во Франции? Ну, Понять- были какие-то вспышки примеров? Ну, это как бы, наверное... Но это единичный случай, когда кого-то из российских актеров, там Янковского куда-то приглашали в какие-то западные проекты, но это единичные случаи. Это все равно проект, это же не на потоке. Там, понимаешь, как бы там ни говорили, что Крамаров не работал, он все равно в Америке работал. Он все равно в Америке. Но его уровень российский, Советского Союза, его известности, и там это же Да дело несопоставимо. даже не в известности. Это люди меряют актеров, там, наверное, простые обыватели, там, по известности. Ну, я не знаю, как правильно объяснить. Когда ты уже добился этой известности, ты уже, грубо говоря, насытился этой узнаваемостью, популярностью, не знаю, там, как угодно это назовите. Ты 18 лет мечтаешь, ой, узнавайте меня, фотографируйтесь, берите автографы, я звезда. Когда ты прошел уже определенный путь в профессии, это уходит далеко-далеко на 25-й план. И ты уже вообще об этом не думаешь. Ты уже хочешь просто спокойно работать, заниматься любимым делом. Ты уже это прошел. Понимаешь, у актеров, у которых не было этого, знаешь, их же много, которые хорошие артисты, они всю жизнь в театре, они не востребованы особо в кино. Понятно, что они хотят популярности, а я эту... У тебя была эпоха, да, когда ты вообще выстрелил просто, вот как раз мы примерно ровесники, вот вообще... Я и сейчас как бы не страдаю от недостатка внимания. Но у меня в голове уже сниматься не для того, что, ой, я вот сейчас вот тут это там, да. Я спокойно вот с удовольствием работал бы в театре, получал бы от этого удовольствие. А ты можешь ты в России можешь сейчас ездить в Россию Я в иногда? России сейчас не могу. Почему? Из-за моей позиции по поводу, Ну вот я хотел спросить, связанной с войной в Украине, я не могу в Россию. То есть я, наверное, могу, но я вряд ли оттуда сейчас уеду. Тогда будет проблема. Да, у меня я может и уеду, но за последнее время я так много сказал. Я так много сказал и у себя в Инстаграме, который сейчас вот буквально 2 дня назад заблокировали в очередной раз, потому что, да, ну, это хейтеры или как это называется, боты, которые кидают массовые жалобы, Инстаграм не разбирается. Все похожи, кстати, все это. Ну, просто обидно, что я не говорил ничего такого, чтобы я мог... Сейчас последнее, что я оскорбил ветеранов, я призвал отменить День Победы. Вот это видео есть. Там ни слова нет о том, что я предлагаю отменить День Победы. Я, наоборот, говорил о том, что Путин превратил праздник Победы в праздник пафоса и показухи путинской. Вот я специально, никак не связано с я ветеранами. скриншот сделал, вот, по-моему, какой-то комсомолец или ну какой-то вот Они этот сейчас все на российский. цепи сорвались. Я помню практически наизусть. Ни у одного нормального, адекватного человека, который посмотрит это видео, он не увидит в нем, что я оскорбляю ветеранов, хочу отменить... Ты уважаешь ветеранов? Конечно. Я, понимаешь, вклад Советского Союза, даже не России, а Советского Союза,
в войне был Великой Отечественной. Конечно, он был основным, решающим, важным, потому что больше всего людей погибло со стороны Советского Союза. Ну, понимаешь, не было бы американского ленд-лиза в то время для Советского Союза. Наша промышленность не справлялась. Американцы помогли. Все помогали, все победили фашизм. Да, безусловно. Советский Союз в этой войне пострадал и больше всех. Больше всех человеческих жертв. Больше всех. Но помогали все. Я вырос в Советском Союзе. Мы выросли на военных фильмах. Наши герои были герои этих фильмов. Николай Афанасьевич Крючков, «Бой идут одни старики». И обвинять меня в том, что я считаю, что этот праздник ненужный, но российская пресса поворачивает все так, как им выгодно. Им нужно облить человека грязью. Они, понимаешь, ни слова они не упомянули о том, что я сказал, что праздник Победы превратили в праздник показухи и пафоса путинской. Я добавил об этом. Ни слова о Путине. Заголовки о том, что Алексей Панин плюнул в российский народ. Я вообще ни слова не говорил о российском народе. Я говорил о том, что Путин вспоминает о ветеранах только тогда, когда ему нужно поднять свои рейтинги. Я привел пример, что губернатор какого-то Новгородской области отправил своего помощника к дедушке, которому 103 года. Это все было на видео. Дедушка, он вообще плохо понимал даже, что происходит. Ему 103 года. И ему какой-то колхозник, помощник депутата, из какого-то мешка дарит кружку эмалированную, водку, и радуются этому, кусок хлеба и плед. Дедушка, который боролся, воевал, чтобы этого никогда не видеть, вот этой вот куска этого... давайте вы придете к какому-нибудь узнику Освенциума и подарите ему, не знаю, нары, робу. Вы что, дебилы? Вы правда считаете, что это подарок для ветерана на 9 мая? Я сказал о том, что я помню 9 мая, как мы ходили с дедушкой в парк Горького, я видел действительно этих ветеранов, уже еще молодых, которые под гармошку радовались. Это был праздник. Это не было бряцание оружием. На Красную площадь не выкатывали ядерные боеголовки. Какое отношение имеет 9 мая, День памяти, День скорби к ядерному оружию на Красной площади? Люди плохо это помнят. Я ошибусь, но в малом. Парад Победы на Красной площади проходил в 45-м, потом только в 65-м, его на 20 лет отменили, потом в 80 каком-то, и потом при Ельцине в 90 каком-то. 4 раза. За весь советский период. Сейчас вы каждый день выкатываете туда, тратите огромное количество денег. Не проще ли бы эти деньги куда-нибудь вдруг отметьте праздник, День Победы, поощрите ветеранов? Конечно, надо. И самих ветеранов как-то какие-то пенсии, что-то Мы для них тратим лично. огромные деньги для того, кому надо это. Ветеранам? Да нафиг им это не надо. Им будет приятнее, если вы для них что-то сделаете как-то по-домашнему, по-семейному. Как-то их осталось всего ничего. Для кого этот праздник? Да не для кого. Это показуха Путина, который хочет на весь мир показать, какие мы крутые. Ты же все равно, ты же не имеешь в виду забыть этот день. Вообще об этом не говорил. Но заголовки о том, что Алексей Панин призвал отменить День Победы. Вы что, ребят, ёпнутые? Ну вот видишь, как вот сейчас Люди, которые выцепляют. будут сейчас это читать, они мое видео это даже многие, даже и не видели. Они будут читать только заголовки. Панин плюнул ветеранов, Панин объявил... Даже читать не буду, вот Но если скотина. вы говорите правду, тогда скажите о том, что я сказал, что это праздник путинской показухи. Но вы боитесь говорить про Путина. Вы боитесь, что вас закроют, вы боитесь, что вас нагнут. Вы все переворачиваете. Поэтому в Россию приехать я, конечно, наверное, смогу, но вот выехать я не знаю. Я должен был лететь в Россию 24 февраля на съемки. Ну, 28 февраля, 24 началась война. Поэтому я не слетал, и сейчас уже... Пока эта власть там, пока я вряд ли туда смогу приехать. Про, значит, работу. Получается, пока есть в России власть, какая есть, желательно тебе туда не ехать и все. Ну, когда там наш закон... Лучше не рисковать. Да, не рисковать.
А, например, в Украину могут тебя пригласить как актера и театра, и кино? Надо сейчас, во-первых, снять мне запрет на въезд. У меня с 2014 года запрет на въезд в Украину. Ну, потому что я поддержал в то время аннексию Крыма. Я об этом говорил и в интервью Дмитрию Гордону, я попросил прощения у украинцев, и огромная часть украинцев знает мою позицию, и официальные лица Украины, которые сейчас, скажем так, при власти, они знают. Ну, формальность соблюсти надо. То есть, когда меня позовут, или когда мне что-то предложат в Украине, или когда мне понадобится туда поехать, мы этот вопрос по поводу того, чтобы снять с меня запрет на выезд, поднимем. Но пока это не нужно, поэтому... Слушай, Леш, кстати, я с удовольствием в Украине. Я работал Конечно, в Украине во многих это... театрах. Я объехал и весь Советский Союз вот так, и Украину вот так вдоль поперек. Я выходил на сцену и в Ровно, и в Одессе, и в Харькове, и в Мариуполе, в театре, в который разбомбили. Я в нем выходил на сцену и не один раз. Киев вообще не берем. И Луганск, и Донецк, и Днепропетровск. Ну, то есть нет ни одного театра, наверное, в Украине, где бы я не выходил на сцену. Я готов в любом театре с удовольствием работать. Между прочим, вот ты в Испанию приехал, а нелогично было бы эмигрировать, скажем, в Штаты или в Германию? Да, ну и понимаешь, тогда не было войны, тогда не было... Сейчас поменялось все немножко. Сейчас, конечно, но Америка всегда была сложнее. Я был в Америке, но как-то Америка я не рассматривал. Хотя я понимал, что... Все-таки известный человек. Там я тебе равно, было бы... думал, что я все равно в последние годы... У меня уже не было в России столько работы, сколько это было там на протяжении 10-15 лет последних. Но я все равно приезжал в Россию, я все равно зарабатывал какие-то деньги, которые мне хватало там на какой-то период времени. Потом я возвращался в Испанию. Жил, возвращался в Россию, работал пару дней, мне этих денег хватало дальше. То есть, конечно, я не мог уже себе позволить там в материальном плане то, что я мог позволить себе 10 лет назад. Ну, на жизнь нам хватало. Леша, а вот если про деньги говорим, ты что, не мог сэкономить деньги, когда у тебя просто была такая... Или ты не такой человек? Я все время жил на... Все тратил вообще. Ну, ты же огромные деньги там. Сколько за час? Ну, не огромные, тебе, большие. Или день съемок, там, 5000, например, Ну, долларов 3. платить. 3. Ну, это один день только. Да. Ну, а квартира у тебя сейчас вот меньше 100 тысяч Да. здесь стоит. Во-первых, я никогда не собирался уезжать в другую страну. В моей голове вообще этого не было. То есть вообще мысли, что я уеду на ПМЖ в какую-то другую страну, я даже никогда не возникала эта мысль. А сэкономить я не мог. У меня были запасы денег, которые я не успевал тратить. Ну ты старался, честно. Я их сбрасывал, у дедушки там стояла такая коробка из-под сапог. И я деньги, которые не тратились, я их просто бросал, а потом что-то они насобирались, там сколько-то сотен. Ну, куда же, коробка уже полная, ну куда, что делать? Да. А потом начались уже другие времена, потом мне начали затягивать немножко, потом то-то, и мне начали немножко затягивать, там, перекрывать кислород. Потом я начал дом зачем-то в деревне новый строить, когда... Ну, и, в общем, как-то я начал строить тогда, когда деньги уже стали не приходить, а уже уходить. И как-то туда, как-то они быстро все разошлись, потом потом оказалось, что ничего нет. Но я все равно как-то я радуюсь, потому что мы очень весело жили. Кстати говоря, вот по твоему менталитету ты в Испанию вписываешься вот в менталитет испанский. То есть испанцы, они вот живут, можно сказать, одним днем. Знаешь, какая есть пословица на испанском, я тебе сейчас скажу? La vida son dos días. Да. Это жизнь, это всего 2 дня. Вот. Ты понимаешь, все равно кажется, когда ты на гребне волны, когда ты прям вот, тебе кажется, что это никогда не закончится. Тебе кажется, притом, понимаешь, нужно быть таким человеком, который очень прагматичный. Актеров очень много таких, которые очень правильно себя распределяют. Это не скажи, это нужно здесь появиться, это надо сделать то, это надо... Мы когда «Жмурки» снимали, Михалков нам с Дюжем говорит: ребят, а чего вы не вступите в союз кинематографистов? Приходите. Дюжев на следующий день уже собрал документы, пошел к Никите Сергеевичу. И он дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться. А я говорю: да, Никита Сергеевич. И у меня уже какой-то роман, уже какая-то гулянка, я улетел. Да ладно, хер с этим. Вот есть люди, которые правильно выстраивают. Я никогда так не жил. Я жил так, как меня несло. Я никогда не...
Я не мог так никогда. Я не знал, как надо правильно прийти туда-то, там правильно появиться, что-то правильно сказать, правильно сделать, правильно там... У меня такого никогда не было. Я жил и жил. Прилетели с гастролей, ресторан, там у меня съемка на телевидении, да, ну, коньячка выпили по дороге, снялись, туда переехали, спектакль отыграли, о, у меня самолет, все, я полетел. Вот так я и жил. Слушай, про Машкова я хотел тебя спросить. Вот он занял свою позицию, и я очень его уважаю как актер. Да. Вот. Ну и вот у него конфликт с его дочерью, и мне такое впечатление, он очень искренний, он не потому, что это выгодно ему, мне прям он искренне это говорит. Ну, я не знаю, потому что Машков занимает руководящую должность в театре. И это надо учитывать. Это государственный театр, он вписался за Путина. Ну, то есть он уже идет до конца, до Талова. Верит ли он в то, что он несет, я не знаю. Ты понимаешь, можно верить, что не все так однозначно. Я ненавижу эту фразу, но можно говорить о том, что ну там и в Украине все не так однозначно, что мы что-то не знаем, но и в России, вот это все, это можно все говорить об этом. Но есть вещи, которые все перечеркивают. Путин и его команда, они же действительно не просто коррупционеры. Они же не просто люди, которые разграбили, разворовали, или, там, да? Они же действительно принимали участие в убийствах мирных жителей. Я верю Литвиненко. В Каширке в 99 году. Только дебил сейчас может верить, что это взрывали чеченские террористы. Только сейчас, спустя время, только сейчас, погрузившись в эту тему, в информацию, доставая эту информацию, ты понимаешь, как долго нас, весь этот народ, российский народ, обманывали. И я не верю, что Борю Немцова убили без ведома самых первых лиц государства. Ну, не верю я в это. Я не верю, что все эти взрывы, теракты, они всегда начинались под путинскую предвыборную кампанию. Все тихо, спокойно. Как только выборы, у нас 100 метро взорвут. Люди же просто не помнят уже о взрывах в метро в Москве. А все эти Нордосты, Беслан, Беслан, все эти вещи, они всегда чеченские террористы. Ну, сделали образ врага чеченцев. Плохими врагами, убийцами, террористами. И вот мы с ними воевали. Оказывается, что любимая фраза нашего власти, не все так однозначно. Понимаете? И когда ты закрываешь глаза, вот мы про Машкова начали говорить, поддерживаем, да, нравится, еще что-то. Ну, не знать такие вещи и закрывать на такие вещи глаза, мне кажется, это нельзя. Ну как? Ну, можно закрыть глаза на то, что там сожгли в Якутии лес, распродали в Якутии китайцам лес, потом что-то подпалили, и потом это обыграли, что, ну, сгорело. Не сгорело, сначала продали, а потом уже сгорело. Ну ладно, хрен с ним, закройте глаза на это. Не жалко вам собственные ресурсы, ну хорошо. Но когда идет речь об убийствах людей, это же не просто коррупционная воровская власть, это же действительно ОПГ. Ну, блин, я не знаю, я много знал людей с криминальным, как-то, связанных с криминалом. Но они, по-моему, были порядочнее, они все-таки не пытались руководить государством, они жили там в своем мире, да, понятно, не оправдывая там их поступки, но они как-то все-таки, их понятия не распространялись на мирных людей, как-то мирные люди особо не страдали от всего этого беспредела, который... Как думаешь, вот что будет вот дальше? Ну, давай заглянем, если вообще это возможно, на полгода вперед. Мы верили, что будет война. Когда началась война, в ночь
с 23 на 24 мы с женой Димой Гордона переписывались смс-ками. Ночью, там 2 часа ночи, она говорила: Леш, он собирается идти на Киев. Я говорю: да Олесь, да 8 утра, у меня будет, говорит, война началась. Еще я не знал ни об одной жертве, не знал еще, что происходит, кого бомбили, что не бомбили, кто умер, кто не умер. У меня была первая мысль: все, пиздец этой власти, народ ее снесет. Все, Путину пиздец. Проходит день-два, и мы видим то, что стадо баранов с буквой «З». И, ребят, и не то, что они не сносят, они еще и поддерживают. Понятно, что не все так однозначно. И в Украине разворовывали, и в Украине, наверное, своих деятелей было полно, которые... Все понятно, политика, все ясно. Но это не Украина пришла убивать русских людей. Какого хрена вы там делаете? И вчера мальчик в кафе сидели, люди на улицах подходят постоянно с Украины, какие-то хорошие слова говорят, благодарят, им очень приятно. И девушка, она из Харькова, и мальчик, Миша, офигенно, я записал на видео. Я говорю: можно я его сниму? И жалко, я не успел снять, но я говорю: как тебя, Миша, ты откуда? Там, с Украины, откуда? Украина. Это, говорю, мама. И офигенный мальчик, и я потом ее спрашиваю: а он, говорю, украинский язык знает? Она говорит: нет. Он на русском говорит. То есть мы все говорим на русском в Харькове. И, то есть нам доказывают, что геноцид русского народа, запрещают говорить на русском языке. Да нет, вот они, украинцы из Харькова, которые говорят на русском языке. И дети даже не знают украинский язык. Но они украинцы, они вынуждены были бежать, потому что ваш русский мир пришел их освобождать. Их не надо было освобождать. Причем в чем виноват этот мальчик Миша? Никто ему не запрещал его маме говорить на русском языке. Много в Травихе украинцев? Да, очень много. И в Аликанте тоже много, да. Я какое-то время работал в Красном Кресте, помогал. Как волонтер, переводил там. Когда самые первые дни, когда Аликанте начала принимать. Ты, вот мы про работу. В 19-м, по-моему, году снял фильм. Да. Как режиссер. Как режиссер. Я удовлетворил свои режиссерские амбиции. И все? Больше нет? Кино надо снимать, когда есть деньги. Вот это все полу на коленках, полу на идее. Все должны заниматься своим делом. Кино — это не просто творчество. Кино — это целая индустрия. Это... Каждый занимается, кто-то снимает, он должен снимать, другой человек... Мне приходилось заниматься всем, вплоть контролировать, почему не привезли сосиски артистам на съемочную площадку, почему опоздали эти, а не сделали то. И когда еще... Я снимал кино с людьми, которые не имели отношения к кино, они хотели в это поиграть, они хотели там: вот давайте мы дадим денег. Я прошел такую режиссерскую школу, что мало кто такой... Я столкнулся со всеми косяками, которые могут быть на съемочной площадке, начиная от неорганизации в плане обедов, того-то, все. Это же классно, это опыт. Все, у меня опыт, я прошел огонь и воду и мед. Я могу сейчас, Так давай снимай. снимать все, что угодно. Она хорошая не рождается, она не стоит за углом, она набирается. Нет, кино можно снимать маленькой командой, делать какие-то авторские истории, короткометражки, но если говорить о серьезном большом кино, это нужно... Не, понимаешь, деньги все равно нужны, потому что кино можно снять за маленькие деньги, но они все равно должны быть, потому что каждые 5 минут на съемочной площадке будут возникать те моменты, которые ты даже не предусматривал. Вплоть там, не знаю, изолента, тейп закончился, его надо поехать купить. А мне кажется, вот если ты в Испании что-то сделаешь, какой-то фильм, и просто люди будут знать, что они снимаются у Алексея Панина, они будут работать бесплатно. Это да, но очень много людей творческих, которые готовы предоставлять, у которых есть техника, есть... опять-таки, это небольшое кино, что-то авторское, короткометражное, фестивальное, скажем так, снимать можно. Но очень много людей, которые готовы работать за идею, ради самовыражения, да, и операторы, и, да.
Но все равно нужны деньги. Потому что снять кино, это, ну, для людей будет понятно, вот есть машина. Вот снять кино, это кузов. Без колес, без двигателя, без руля, без обивки, без потолка. Это просто кузов. Вот это снять кино. Потому что до начала съемок есть подготовительный период. У тебя есть съемочный период, у тебя есть монтажно-тренировочный период, куда входит озвучание, монтажно-тренировочный период входит и монтаж, и озвучание, и перезапись, и сведение. У тебя есть в монтажно-тренировочном периоде цветокоррекция, потом все это надо согнать, перегнать. То есть ты снимешь кино за месяц, грубо говоря, а работать на нем, чтобы оно вышло, еще год. Кино это не просто снял, все, кино есть. Нет. Это сложно. И все это долго. Ты, возможно, уедешь в Марбелью? Нет, если куда-то ехать, то ехать в Америку. Поэтому Если по максимуму, в Марбель те же яйца, только вид сбоку. Только... Ну почему туда едут? Все равно же едут туда люди. Это шаблон? Я вообще, честно говоря, я настолько люблю Италию, я вообще не могу понять искренне, почему люди, у которых есть деньги, едут в Испанию. А я не был в Италии. Сильно отличается? Кто не был в Италии, не был нигде. Италия – это Италия. Это другая природа. Это другое все. Это другая архитектура. Это другие люди. Италия – это… Я готов об Италии говорить как о Грузии, в которой я ни разу не был. Я просто заранее люблю грузин. Всех. Вот из Грузии все я тебя люблю. И грузины для меня это просто… Я вот готов… Я вижу грузина, я готов с ним разговаривать. И то же самое Италия. Когда вижу Италию, я сразу начинаю вспоминать все слова, которые я знаю. Кепали. Мне говорят, блядь, Леша, замолчи, только не говори слово кепали. Они потому что… Вот ты, блядь. Ну это такое типа… Это такое восклицание типа, ёб твою мать. Меня научили в Италии. И я теперь всем итальянцам, я говорю, я знаю одно плохое слово. Кепали. Ну да. Италия другая природа. Это горы, зелень, цветы. И даже итальянские деревушки, это все равно какая-то Европа. Испания, да, Мадрид. Ну, маленький. Подожди, давай так, ты где был в Испании, вот, чтобы говорить, что… вообще Рим. Ну, нет, в Испании где ты был? В Мадриде, в Барселоне, в Марбее. а на севере Испании? Нет, вот там не был. Ну, ты понимаешь, чтобы ты понимал, вот в Риме, вот ты с пьяну проснешься где-нибудь на окраине Рима, и у тебя везде Рим. Сказал Леша. Акведук какой-то римский, какие-то эти ставенки, эти римские улочки. Ну, практически в любом месте Рима. А Рим гигантский, он же гигантский. И ты везде идешь, я за границей. Ну, так, для советского человека, я везде в Риме, за границей в Риме. А в Испании, там, вот Аликанте, вот пару улочек европейских. Все остальное опять вот, это вот алушкинская архитектура, приморская, понимаешь? Для меня особенно вот эта часть, мне в Мадриде нравятся какие-то улочки. Ну просто, чтобы ты понимал, Мадрид по сравнению с Римом, это такой квартальчик. Но Мадрид это столица. Ну, это… А Рим, вот это Мадрид, а вот это Рим. И все Рим. И я там каждый раз приезжаю, я каждый раз с открытым ртом, счастливый, как я не могу к нему привыкнуть. И также и какие-то ну, вот, маленькие деревушки итальянские, Флоренция. И Италия, она очень крутая. И я не понимаю, почему люди, которые… Поеду в Италию обязательно. Вот не был в Италии, я не был. Когда человек не был в Риме, с ним обсуждать Рим, когда ты там не был, ты не поймешь. И понимаешь, я-то, когда приехал в Испанию, я же все мерил по Риму, по Парижу. Ну, то есть, а потом я столкнулся, я понял, что Испания вообще другая история. Вообще другая история. А я думал, что весь Средиземноморское побережье, Италия, потом Испания и Португалия, они более-менее похожи. Мне говорят, что на севере Испании очень круто. Круто. Я пойду в путь Сантьяго. Мне нравится Мадрид частично. А Барселона вообще не зашла. Туристическое вот это и все. Понимаешь, в Италии в каждом забегаловке, в каждом римском
каком-то кафе где-то на окраине города тебе приготовят прекраснейшую итальянскую еду. Это будет офигенная карбонара. Это будет... Они нигде ее не испортят. Вот эта карбонара будет в самом дорогом ресторане и в самом плохом забегаловке. Это будет карбонара, настоящая, пекарина. Все они туда добавят. И я, который умею готовить, все равно так приготовить не могу. А в Испании с едой, с кухней вообще проблемка. Потому что здесь есть хорошие рестораны, где можно вкусно поесть. Но, как правило, все забегаловки, вот эти сухари, вот это все... А что ты готовишь? Я все готовлю. У меня кулинарные книги дома. Ну, нравится тебе что? Итальянская кухня. Что ты вчера обедал? Вчера ничего особенного я не делал. Ну, вообще я готовлю пасту, я готовлю и русскую еду, я готовлю оливье. Просто я не буду браться за блюда, которые я не знаю, что я не смогу приготовить хорошо. То есть борщ я варить не буду. Если куриную лапшу я сделаю с перепелиными яйцами, потрошочками, гребешочками, несколько раз солью бульон, она будет как слеза из ресторана «Пушкин». То есть все будет идеально. Ну, почти. То борщ я не буду делать, потому что надо быть украинцем или, не знаю, там, жить, чтобы приготовить... Ну, не знаю, надо быть очень хорошим поваром, чтобы приготовить правильный украинский борщ. А пьешь? Вино ты пьешь? Да. Ну, пьешь. Все знают, что Леша пьет вино. Но ты каждый день его пьешь. Нет. Не каждый день? По настроению. Иногда каждый день, да, не каждый день. Я за обедом, вот я привык. Ну, мне люди удивляются. Я за обедом выпиваю вино нормально и пью сиесту, то есть сплю сиесту, что в России... Нет, у меня нет такого, что у меня режим. Иногда бывает, что есть, иногда бывает, что нет. Иногда пью вино, иногда не пью. Ну, иногда я вообще в практике ухожу, беру аскезу и отказываюсь от алкоголя там, на 21 день. И я сейчас 2 пачки сигарет выкурю, а завтра я отложу и 21 день буду без сигарет. То есть это моя расшатанная психика, она живет своей жизнью. То есть меня нельзя подогнать под какие-то рамки. Ну, не рамки, а какие-то вот... С тобой дочка живет? Да, да. Ну, нормально? Да. Вы живете втроем, получается. Ева? Нет, Ева живет в России, Ева приезжает там в гости. Мы живем с дочкой. Расскажи про дочку. А бросьте, пожалуйста, сигаретку. Мы же можем курить в кадре? Конечно. Ну не так. Я не хочу тебя обижать, это знаешь, заставь Богу молиться. Ты была в... Иногда, может, что-нибудь там... Мы это оставим на монтаже. Я бы на твоем месте это не вырезал бы. Я бы все это оставлял бы, такие штуки. Нюся. Почему, кстати, Нюся? Аня. Ну, Анюша... Бабушка придумала. Мне нравится Нюся. То есть Аня, я спокойно, а Нюся нравится. Ну как она на испанском будет звучать это? На испанском Анна. Нюся талант, и она такая же, как я. И поэтому мне иногда бывает тяжело, особенно вот сейчас. Тяжело. Потому что я вижу свое отражение. Что... Ты хочешь ее воспитать? Нет, слово воспитание, я вообще я не воспитатель. Я всегда был другом, я вообще не позиционировал себя как какой-то человек, который имеет право воспитывать. Я, может быть, даже слишком много относился к ней, немного, а я, может быть, слишком рано начал говорить слово «ты же взрослый», я относился к тебе как к взрослому человеку. А может быть, надо было все-таки побольше быть папой, а не как... Не, ну, она приходит и говорит, вот, пап, ну вот такая ситуация, как мне поступить? Она советует с тобой? Вот. Она в последнее время, видимо, от того, что я... Понимаешь, я легкий, когда я в работе, я легкий, когда я человек-праздник. А когда я начинаю немножко здесь засиживаться, я становлюсь занудливым и немножко. И она сейчас в последнее время немножко... Это последнее время, вот этот переломный возраст переходный. Это у всех такое было. А так как я не очень хороший дипломат, она сейчас немножко боится что-то мне даже рассказывать, потому что не знает, как я к этому там, ну, как-то она видит. Я сейчас, почему я не хочу сейчас эту тему не осуждать? Почему не хочу сейчас в эту тему погружаться? Потому что, чтобы объяснить, вот о чем я хочу сказать, нужно прям по шагам объяснить, привести пример, ситуацию. То есть у нас вчера был, я говорю, пап, ну я вот надо, ты меня спрашиваешь, что нового? А ты, типа, тебе даже пофигу. Ну, как бы, типа, я говорю, да Нюсь, ну, понимаешь, я не бабушка, я вот не буду тебя вот, как с ребенком, ну, понимаешь, она для меня самый близкий, родной человек, как и моя мама, которая умерла. И если нужно завтра штурмовать Кремль
и брать его приступом, потому что моя дочка в беде, или Кремль, я не раздумывая, когда я ее возвращал также, когда меня от нее увозили, я с шашкой на танке пойду. И я ни разу, ни за секунду не задумываюсь. С мамой нет у тебя контактов? Они общаются сейчас. Ну ты же не запрещаешь. Я, наоборот, настоял на этом. Уже когда бабушка умерла, я говорю, Нюсь, начни с ней уже как-то. Сейчас уже разговаривают. Я, наоборот, только подталкивал тому, чтобы они общались. Вся эта война была за ребенка 10 лет, когда ее мама принимала какие-то радикальные методы, пыталась ее увозить, прятать. И, естественно, я шел в бой. А когда все спокойно, я, наоборот, только за. За общение, за все. Потом, сейчас мое мнение уже никто не спрашивает. Ей 14,5 лет. Она прошла огонь и воды и медные трубы. Она не просто подросток, она очень много что прошла в своей жизни. Самый сложный возраст. Да. Я даже не возьмусь что-то навязывать. Она сейчас... Я могу ее уберечь от каких-то вот совсем вот бытовых каких-то ошибок. Но как я буду своей дочери говорить, общаться или не общаться? Она взрослый человек в этом плане. Она сама имеет право, вот как ей в душе хочется, пускай она так и делает. Хочет общаться с мамой? Пожалуйста. Хочешь в Ленинград? Вот, пожалуйста, самолет, чемодан. Хочешь, слетай в Ленинград? Пожалуйста. Мы как-нибудь с тобой, если ты пригласишь, сделаешь какое-нибудь блюдо, и когда у тебя будет вдохновение, мы приедем и снимем, как Алексей готовит какую-то карбонару, супер какую-то. Ты знаешь, как только я начинаю готовить на людей, да, у меня что-то совсем какие-то косяки получаются. Вот когда я дома сам собой у меня все получается. Вот жареную картошку сейчас на рынке купили в Торревехе. Я так не мог долго здесь приготовить жареную картошку, как правильно должна была быть. А здесь картошка прям попала. Я прям такое удовольствие получал. Прям получилось. И я радостный, как ребенок. И также с оливье. Вот хочу постараться сделать вкусно. Не получается. Ну, получается лучше, чем в некоторых ресторанах, но для меня это плохо. А как-то вот так вот просто левой рукой, левой ногой, вот так что-то там, и бах, хороший салат получился. Леша, огромное тебе спасибо за встречу. Да. Ты на самом деле очень обаятельный человек. И вот, как ты знаешь, все прессы, когда пишут, ну, ты же все равно под влиянием этого, ты прочитаешь какое-то очень негативное. На самом деле, ты понимаешь, что вообще реально совсем другой вообще человек. Просто, к сожалению, вот мы об этом начали, мы к этому вернулись. А вот был бы я для них угодный, правильно бы говорил, правильно бы общался с теми, они бы даже все мои, в кавычках, косяки оправдали бы. А здесь, даже когда ты не виноват, они все равно, понимаешь, это видео с собакой, ну ё-моё, ну уже только ленивые об этом это не обсудили. Уже Гордонов несколько интервью, они все равно продолжают. Я даже не хотел тебя это вот спрашивать. Ты понимаешь, это же видео, мы уже об этом говорили, это же смонтированное видео, которое пришло экспертизу. Не было даже у людей, которые это вывалили, исходника. Но ты можешь подать в суд вот вообще на тех... Мы собирались, потом плюнули. Потом, да мне похеру уже на них, на всех. Там разобрано по секундам. Нету татуировки на теле человека, который там был. А крупный план головы мой. Где вы взяли этот крупный план головы? Ну, могу, в принципе, предположить. Но он был вот так вот все. Потом мы видим 2 секунды спину человека на камере. А там нет татуировок. А у меня татуировки. Она секунду шла. Ну, мы-то остановили. Люди, которые посмотрели, они даже не будут это разбирать. Ну, мы-то посмотрели. А где татуировка? Стоп, ребят. Ну, вы можете сказать, что это видео снято раньше, когда татуировок не было. Законный вопрос. Тогда почему следующий кадр, крупный план моей головы с седыми волосами по кругу? Сейчас я тонированный, у меня их нет. Но у меня седые волосы появились тогда, когда татуировки на моей спине уже были. Ну, не клеится. И ты понимаешь, и опять-таки, это если вот в суде разбирать по пунктам, да. А для этой широкой массы людей... Кому хочется верить, но... Им даже не хочется верить, они, может, даже не верят. Они просто хотят, как им кажется,
уколоть, обидеть, скомпрометировать. Кому вы верите? Да он... это такое, знаешь, лишь бы что-нибудь бросить. Посмотрите Галкин, что сейчас говорит о Украине. Нету ни хамства, ни какого-то вот, ну, я более хамский могу что-нибудь брякнуть на эмоциях. Галкин все говорит очень правильно, грамотно, выверенно, интеллигентно. Его уже облили грязью со всех сторон. Он плюет в российский народ. Он ни разу не плюнул в российский народ. Он говорил только о том, что бомбят города. Еще... Это две крайности. Либо ты говоришь за и очень много, Да. и если ты не говоришь, то ты плюешь. Так это направлено на них. Что я плюнул не в Путина, а в народ. Я в тексте говорю, я никогда не призывал отменять 9 мая. Я не понимаю только нахера этот парад. И куда идут эти танки. Ну, имеешь ты право же сказать. Ну, они пишут, что Алексей Панин призвал отменить 9 мая. Ребят, ну посмотрите. Это «Сын в глаза Божья роса» называется. Бесполезно что-либо объяснять. И я бы уже бы, наверное, сидел бы... Ты говоришь, почему я должен здесь спокойно? Это моя страна. Я люблю людей, которые там, у меня много друзей, там, много близких людей. Они не фашисты, они не поддерживают Путина. Но они зависят сейчас в определенном... Я не могу их... Как я могу в них плюнуть? Я говорю совершенно о другом. Я не говорю о... Ну, моя родина, она не Путин. Моя родина – это мой детский садик, в который я ходил, моя мама, которая похоронена, мои березки, моя баня, моя улица. Это моя родина. Ну, не Путин и не Володин, спикер Госдумы, и не вот эти люди, которые несут ахинею, и которые, ну, как только ты говоришь, что ты с чем-то не согласен, ты почему-то плюешь в русский народ. Наверняка из этого, то, что мы сейчас говорим, наверняка можно какие-нибудь выдрать из контекста и в оглавление Ты поставить. мне сейчас можешь дать это видео, я тебе перемонтирую так, что будет с точностью да наоборот, о чем мы с тобой говорили. Почему некоторые артисты, я сейчас не помню примеры, но такое было, когда соглашались на какие-то интервью, особенно такие с громкими, по-моему, не помню. Поздно. Не помню с кем. С Дудем Познер сказал, что никакого монтажа. Никакого монтажа, это понятно. А некоторые артисты, их директора, или, они снимали, чтобы у них был исходник от того, как это было на самом деле, чтобы не перемонтировали. Ну, можно из любого смонтировать вот так. Притом даже не просто из текста. Текст, понятно, проще всего переделать. А просто из видео. Я хочу, чтобы моя страна... я не очень в это верю в ближайшее время, к сожалению. Но это же не вечно. Ты же понимаешь, что... Ты понимаешь, блин, вот такую крамольную вещь скажу. Оглядываясь, я и Гордону это говорил, оглядываясь в прошлое, в историю нашего государства и нашего народа, ничего не меняется на протяжении веков. Как была основная масса русского народа, какие-то, блядь, бараны, которые их погоняют, и они идут вот просто как тупые вот к пропасти. И вот так они и есть. Что только века меняются и одежда. А все, Европа как-то... Понимаешь, последнее, что говорю. Вот смотри, вот представь себе Франция, да, или Испания. Вот убери сейчас этого президента, но государственная машина, институты, все, вот, она все равно будет работать вне зависимости. Можно поменять немножко там, может быть, наверное, отношения, вектор там отношения, ну, сегодня были более к России лояльны, а придет другой президент, может быть, будет хуже относиться. Но внутри страны все как работало, так и будет работать. Производство, все будет работать. Убери одного, поставь другого. Вся машина, вся система не рухнет. А в России у нас Путин. А кто, если не он? Значит, вы что строили все эти годы, что если по вашей логике убрать Путина,
Ну, по вашей логике. Значит, получается, все кирды государству, завтра остановятся метро, троллейбусы, все. Люди немые станут, перестанут, забудут, как разговаривать. Зомбированные люди, понимаешь, зомбированные. И, к сожалению, оглядываясь в прошлое, ничего не меняется. Я не знаю, что должно произойти в стране, сколько поколений. Ну, должно смениться, чтобы Россия, но она не менялась никогда. Будь то НЭП, будь то Советский Союз, будь то Николай, будь то Александр, все вот почему-то вот так. Есть бояре, есть и есть чернь, есть крепостные. Россию понять нужно вот просто «Собачье сердце» посмотреть, Это по-моему. понятно, я даже приводить пример не хочу этому. Это все, вот, к сожалению, Булгаков об этом все сказал. Вот Шариков – это яркий представитель русского народа. Но опять, вот сейчас, если это вырезать, то скажут, что Алексей Панин назвал весь русский народ. Ну я же не дебил. Ну как я могу называть весь русский народ долбоебами, извините, если у меня там живут родные, близкие люди, они не долбоебы. Если я называю всех дебилами, значит, я и своих близких называю. Нет. Ну просто, к сожалению, из 140 миллионов большая часть, вот именно это стадо баранов. А люди, которые думают, мыслят, интересуются, Сомневаются. их очень мало. Их много, но они тонут в этом 140-миллионной массе. Там, жили бы вы там в своей Северной Корее за забором, и то с Северной Кореей там раздражает многих, но все равно они живут там за своим забором. Ну, жрете вы там траву, нравится вам это? Ну, бегут оттуда какие-то единицы, ну хорошо, живите. Ну, Россия же пытается всему миру навязать и как кость посреди горла. Не дойдет. Ни до кого не дойдет. До кого надо, дойдет.